Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это третья часть видео мастер-класса по вязанию кролика девочки по имени Куроми. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 23. В этом ряду вяжем так. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стенки и повторяем такую комбинацию до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 24. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторяем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Вытянем слегка петлю и наполним туловище игрушки наполнителем. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 25. В этом ряду будем ввязывать ручки. Ввязывание ручек я начну с конца 24 ряда. Распущу последнюю убавку 24 ряда и провяжу ее вместе с петлей ручки. Итак, завожу крючок в крайнюю петлю на ручке. На туловище я подхватываю 2 петли вместе за передние стенки и сквозь все петли протягиваю рабочую нить. Помогла это я себе крючком меньшего размера. Возвращаюсь к основному крючку и провязываю это все вместе. Отмечаю новый ряд маркером. Подхватываю следующую петлю на ручке, первую петлю 25 ряда по туловищу и провязываю это все вместе. Далее подхватываю третью петлю на ручке, вторую петлю 25 ряда, провязываю вместе. Четвертая петля на ручке, третья петля по туловищу 25 ряда, провязываю это все вместе. Возможно, у вас здесь будет отличие, то есть при вязании плюшевой пряжи у нас с вами натяжение рабочей нити может отличаться. Я вяжу достаточно плотно, вы, возможно, слабее, а может быть еще плотнее, поэтому петли вязания ручек, если у нас с вами не совпадает, то вам придется рассчитать это все самостоятельно. В этом ничего сложного нету, я думаю, вы с легкостью справитесь. Итак, далее я провяжу по туловищу 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8 столбик без накида. Беру вторую ручку, прикладываю к туловищу и вместе с туловищем провяжу 4 столбика без накида. И до конца ряда вяжем 9 столбиков без накида. Итоговое количество петель здесь не менялось. Оно такое же, как и в предыдущем ряду, то есть 24 петли. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 26. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. И так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали. Следующий ряд 27. Его мы вяжем без изменения: 16 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 28. В этом ряду провяжем 16 прибавок подряд. Провязываем каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 32. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 29. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 48.
Провязали, новый ряд отметили. Следующие 10 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 48 столбиков без накида. С 30 ряда по 39 включительно. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 40. В этом ряду вяжем так. 6 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, следующий ряд 41. В этом ряду вяжем так. 5 столбиков без накида. 3, 4, 5 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 42. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 4 столбика без накида. 3, 4 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили, вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним голову игрушки наполнителем. Как наполнять голову игрушки так, чтобы она была устойчивой, я подробно рассказываю и показываю в вязальной видео шпаргалочки. Ссылочка на то видео будет в описании под этим видео. Далее фиксируем глазки между 35 и 36 рядами на расстоянии друг от друга 10 столбиков. 8 столбиков видны и по одному столбику спрятаны под каждым глазом. И если вы используете носик на безопасном креплении, его тоже можете зафиксировать. Зафиксировать так, чтобы верхний край носика расположился на линии нижних краев глаз. Вот таким вот образом. Вот так вот. И продолжаем наше вязание. Следующий ряд 43. В этом ряду вяжем так. 3 столбика без накида. 2, 3 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 44. В этом ряду вяжем так. 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так провяжем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали. Следующий ряд 45. В этом ряду вяжем так. 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так провяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. По ходу вязания дозаполним голову игрушки наполнителем. Провязали. Следующий ряд, последний, 46. В этом ряду вяжем 6 убавок подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стенки. И итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальной видео шпаргалочки. Ссылочка на это видео будет в описании под этим видео. Далее фиксируем носик. Если так же, как и я, используете помпончик, я его зафиксировала горячим клеем. Если же вы будете вышивать плюшевой пряжей розового цвета или какого-либо другого, то вышивайте так, захватывая всего лишь один столбик. Носик должен быть такой маленький, аккуратненький. Далее берем швейную иглу с большим ушком, не плюшевую черную пряжу, и будем вышивать реснички и ротик. И, как говорится, следите за моими руками.
Итак, реснички и ротик вышиты, лишнее черной пряжи отрезаем, хвостики расслаиваем на две равные части и завязываем на узелочки, фиксируя на задней стеночке подходящие петли. Как я прячу те или иные хвостики при вязании амигуруми игрушек, я также подробно рассказываю в вязальной видео шпаргалочке. Ссылочка на нее в описании под этим видео. И продолжим наше вязание, и даже уже закончим в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить четвертую заключительную часть видео мастер-класса Куроми. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!